Сегодня поговорим об Адетте, одной из самых известных балерин Снежной и одновременно одной из самых необычных фигур в новой истории этого региона. Для большинства жителей Снежной Адетта – знаменитая прима-балерина театра Королевского театра. На сцене она почти никогда не показывает эмоций и всегда выглядит холодной и спокойной. Но за этой внешностью скрывается человек, который с детства привык жить через боль, дисциплину и постоянную работу над собой. И у Адетты есть еще одна жизнь, о которой знают далеко не все. Она состоит в Фатуи, а также связана с подпольной организацией Рокот под именем Лелек. Она выступает против проекта Стужа и пытается мешать его реализации. Но начнем с самого начала. Адетта Спесева родилась в семье, которая когда-то была известна в мире балета. Ее мать, Виолетта, происходила из семьи балетных артистов и сама выступала на сцене. Ее отец служил в Фатуи. Несмотря на то, что он не разбирался в балете так хорошо, как его жена, он всегда поддерживал Виолетту и очень гордился своей дочерью. С самого детства Адетта росла рядом с балетом. Мать занималась с ней и была очень строгим учителем. Она требовала от дочери точности и постоянно заставляла ее повторять движения. После каждой тренировки Адетту ждал отец. Она показывала ему то, чему научилась, а он всегда реагировал одинаково. Хвалил ее и говорил, что однажды она станет примой-балериной. Сама Адетта в то время еще не понимала, что значит быть примой-балериной. Но она хорошо видела гордость своего отца и надежду в глазах матери. Так и постепенно у девочки появилась собственная мечта. Но спокойная жизнь семьи продолжалась недолго. Однажды отец Адетты не вернулся домой. Прошел первый день, затем второй, затем третий. Семья ждала его, но вместо знакомых шагов у двери раздались шаги других военных. Два солдата Фатуи принесли Виолетте письмо. В нем сообщалось о смерти ее мужа при исполнении. Для семьи это стало огромным ударом. Виолетта продолжала заниматься балетом, но вскоре произошло еще одно несчастье. Во время выступления она потеряла сознание и получила серьезную травму ноги. После лечения она уже не смогла вернуться к полноценной карьере. Но Виолетта не перестала учить дочь. Теперь занятия проходили дома. Мать сидела в инвалидном кресле и отбивала ритм тростью по полу, а Адетта продолжала тренироваться. Она танцевала, несмотря на усталость, боль и кровавые мозоли на ногах. Если появлялась новая рана, она просто перевязывала ее и продолжала тренировку. Для матери это было напоминанием о собственных страданиях, а для Адетты – способом не остановиться. Именно тогда она начала становиться той Адеттой, которую мы знаем сейчас. После смерти отца в доме Спесевых появилась сеньора. При жизни отец Адетты служил под ее командованием, поэтому сеньора пришла выразить соболезнования Виолетте. Но во время разговора она обратила внимание на Адетту и ее способности. Семья практически осталась без денег. Одной пенсии было недостаточно, чтобы Виолетта могла самостоятельно растить дочь. Поэтому сеньора предложила взять Адетту под опеку Фатуи. Виолетта сразу отказалась. Она прекрасно знала, насколько опасна организация, и не хотела, чтобы после мужа Фатуи забрали у нее еще и дочь. Но Адетта услышала разговор. Она сама предложила согласиться. Девочка была уверена, что сможет пройти обучение Фатуи и при этом продолжит заниматься балетом. Сеньора посмотрела на нее и сразу поняла, насколько далеко Адетта готова зайти ради своей цели. Так Адетта стала частью Фатуи. Жизнь внутри Фатуи оказалась намного тяжелее, чем Адетта представляла. Днем она занималась балетом, а ночью проходила тяжелые тренировки. Ее тело постоянно получало новые травмы. Болели лодыжки и колени, появлялись синяки и новые раны, но Адетта продолжала тренировку. При этом ее отношения с сеньорой были очень сложными. Адетта считала сеньору одной из причин всех своих проблем. Она потеряла отца, мать потеряла возможность танцевать, а теперь сама Адетта была вынуждена служить Фатуи. Кроме того, сеньора была крайне требовательной и не собиралась делать Адетте поблажки. Но балет оставался для Адетты чем-то личным. Это была часть ее жизни, которую она не хотела отдавать Фатуи. В какой-то момент сеньора даже застала Адетту за тренировкой балета вместо очередного занятия. Адетта фактически сказала ей, что не позволит Фатуи забрать у нее и это. После этого сеньора больше не мешала ее занятиям балетом. И это хорошо показывает отношения между ними. Сеньора не была для Адетты доброй матерью или близким человеком, но со временем между ними появилось определенное взаимопонимание.
Годы тренировок постепенно изменили Адетту. Она стала намного выносливее и научилась выдерживать боль, которую обычный человек просто не смог бы терпеть. В какой-то момент она даже перестала чувствовать боль. Для Адетты это стало одновременно преимуществом и проблемой. Теперь травмы уже не могли заставить ее остановиться. Она продолжала танцевать и постепенно становилась одной из лучших балерин Снежной. На сцене Адетта могла сыграть практически любого персонажа, но за всеми этими ролями оставался один вопрос: кем ли является она сама? Она была дочерью балерины, она была ученицей Фатуй, она была балериной. Позже она стала агентом и участником тайной организации, но ни одна из этих ролей полностью не объясняла, кем была настоящая Адетта. Именно поэтому боль стала для нее не просто частью жизни, она воспринимала ее как то, что сформировало ее характер. Однажды во время очередной тренировки Адетта настолько переутомилась, что потеряла сознание. Когда она пришла в себя, перед ней находилось ледяное голубое кристаллическое образование – звездный клин. После этого произошло еще одно изменение. Адетта больше не чувствовала боли так, как раньше, а холод перестал быть для нее серьезным препятствием. Это позволило ей еще дальше развить свои боевые способности. Теперь она могла одинаково уверенно выходить на сцену в качестве балерины и выполнять задания Фатуй. Несмотря на холодный характер, Адетта не была полностью одинока. Одним из немногих людей, с которыми она действительно могла общаться свободно, стала Водяница. Их отношения начались просто с совместной работы в театре. Они помогали другим артистам, занимались подготовкой выступлений и поддерживали тех, кто нервничал перед выходом на сцену. Со временем их отношения стали настоящей дружбой. Водяница часто пыталась заставить Адетту проявить хоть какие-то эмоции. Иногда ей это действительно удавалось. Однажды Водяница заметила, что Адетта улыбается, но когда она спросила об этом, Адетта спокойно ответила, что это всего лишь выражение лица, которое требовало ее роль. Такой ответ очень хорошо описывал ее характер. Даже когда она действительно испытывала эмоции, Адетта редко показывала их окружающим. Но у Адетты была еще одна тайна. Помимо балета и Фатуй, она стала участницей Рокота, организации, которая выступает против проекта Стужа. Рокот работал тайно, поэтому его участники использовали псевдонимы и не всегда знали настоящие личности друг друга. Адетта получила имя Лелек. Под этим именем она начала действовать против тех, кто поддерживал продление проекта Стужа. Она отправляла угрозы влиятельным людям, пытаясь изменить решения членов городского совета, и проникала в охраняемые объекты. При этом днем она оставалась знаменитой балериной Адеттой Спесивой, а в тайне продолжала работу Лелек. В результате Лелек стала достаточно известной фигурой внутри самого Рокота, но чем активнее она действовала, тем ближе подходила к моменту, когда ее настоящее имя могли раскрыть. Когда начинается вторая часть истории Снежной, путешественник сталкивается с Адеттой уже непосредственно. Появляется подозрение, что именно она может быть Лелек. Вскоре путешественник оказывается вместе с другими людьми заперт в Королевском театре. Там начинается серия загадочных событий, а сама Адетта оказывается в центре расследования. В ходе происходящего становится понятно, что за образом холодной балерины скрывается человек с совершенно другой жизнью. Адетта сама признается, что она Лелек. Таким образом выясняется, что знаменитая прима-балерина Снежной, сотрудница Фатуй и таинственный агент Рокота – один и тот же человек. Но самая важная часть истории Адетты связана не с Рокотом, она связана с Синьорой. После смерти Синьоры Адетта долго не могла понять, что на самом деле чувствовала к своей наставнице. В молодости она ненавидела Синьору и винила ее во многих событиях своей жизни. Но после смерти Синьоры Адетта узнала кое-что еще. Оказывается, Синьора действительно думала о том, что произойдет с Адеттой после ее собственной смерти. Она не хотела, чтобы девушка обязательно повторила ее судьбу. Через Арлекина Адетта в итоге узнает правду о Кор Игнис, который был связан с Синьорой. После этого она окончательно понимает, что их отношения были намного сложнее, чем ей казалось в детстве. И только тогда Адетта получает возможность по-настоящему отпустить прошлое. После того, как Адетта узнает правду, она отправляется к месту, связанному с Синьорой, и там происходит один из самых важных моментов ее истории. Адетта уничтожает то, что связывало ее с прошлым, а затем исполняет танец, который когда-то отказалась танцевать перед Синьорой.
Этот момент можно понять как завершение ее отношений с прошлым. В детстве Адетта считала, что ей нужно быть сильной любой ценой. Она стала балериной, бойцом Фатуй и агентом Рокот. Она постоянно играла разные роли, потому что каждая из них помогает ей выжить. Но в конце концов Адетта впервые делает что-то не ради Фатуй, не ради Рокота и не ради своей карьеры. Она просто танцует.